Всем привет! Мы снова на нашей стройке. Продолжаем заниматься террасой. На этот раз у нас будет монтаж металлочерепицы на крышу. Собственно, вот она сама уже тут лежит, у нас готовится. В нескольких местах разложили. Вот этот листочек я просто наверх закидывал, примерял, как он получается. Там, где у нас перелом крыши идет, ну, сгиб. Смотрел, нужна ли там виндова вообще. В общем, заходит плотно, так что обойдемся без нее. Вот, сейчас сделал вот такую вот торцевую планочку по всей длине, чтобы капельки не затекали внутрь, как бы не портили древесину. Дальше буду монтировать крюки. Вот они тут для водосточки. Сейчас буду их вымерять, гнуть и так далее. Также подготовил вот такую тоненькую досочку. Она примерно 18 миллиметров по торцу. Вот такая вот она длинненькая лежит. Я ее вдоль еще сейчас распущу. Она нужна будет как компенсационная рейка для того, чтобы край металлочерепицы вниз не загибался, и заодно как раз она даст возможность закрепить вот эти вот крюки нормально, чтобы они не мешали металлочерепице. Крюки будут крепиться все по стропилам. 13 стропил, 13 крюков по 60 сантиметров между крюками. То есть это отличное прям расстояние, чтобы все крепко держалось. И сейчас буду все это монтировать, покажу, как это буду делать. Начинаю размечать первый крюк. Он будет начальный, самый короткий вот этот вот, скажем так, как оно называется, ну, в общем, место, самый длинный загиб. Сейчас размечаю, то есть я взял доску. Вот у меня доска, это как раз обрезок стропилы. То есть прямо по ней удобно очень будет мерять, не надо ничего там придумывать. Вот она какая есть, такая и есть. Дальше берем угольник, приложил и смотрю, где у меня получается выход. То есть вот здесь вот должно быть примерно сантиметр-полтора. То есть можно чуть-чуть еще приподнять. Ну, где-то вот. Вот так. Да, отлично. То есть вот здесь вот у нас будет первый сгибаться первый крючок. Вот на этом месте. Сейчас я его карандашом отмечу. Так, одной рукой, конечно, не очень удобно. Ну да ладно. Все есть. И дальше у нас пойдет уже разметка следующим образом. Далее их выложил все вот так в один ряд, подписал. Они у меня пойдут тут справа налево, так что справа налево я их и подписал. Выровнял все по линии. Сейчас еще чуть-чуть вот здесь вот подровняю. Так, вот все, я их подровнял. Просто при помощи угольника взял. Вот он прямой. И то есть так раз-раз-раз туда их все подвинул. Далее, значит, следующий этап. У меня крыша получается 8 метров. Вот. Между первой и последней. Между первым и последним крючком у меня 8 метров. У нас идет уклон полсантиметра на метр. То есть мне нужно взять уклон 4 сантиметра. И мы, значит, берем, вот у меня метка. Вот она самая первая. Сначала проведем сюда прямую линию. Ну вот, она как бы не сильно яркая, я не стал там прям сильно ее, чтобы ее видно было. Вот. Теперь мы берем, отмечаем от этого края 4 сантиметра. И от этой точки сюда в уголок проводим еще одну линию. И получится, что, ну, короче говоря, на каждом крючке у нас получится своя линия сгиба. И за счет этого у нас получится уклон. Вообще на последнем крючке нужно делать уклон чуть в обратную сторону, если делать там вот водосток, вот это вот трубу вниз и все прочее. Но у меня будет сливаться просто напрямую туда, как бы в землю, там будет дренажная, ну как сказать, дренажная, в общем, это канава, и будет просто в дренажную канаву уходить. Потом, может, что-то придумаем, но пока оставим так, как есть, в общем-то. И все, так скажем, бюджетный вариант у меня. Сейчас вторую линию начерчу и буду думать, как их сгибать, потому что сгибать их не просто, они вот, ну, реально прям толстые такие вот, тяжелезяки. Для них применяется обычно специальный крючкогиб, но как бы у меня его нет, поэтому буду придумывать что-то при помощи досок. Такая вот косая линия получается, и теперь у нас есть отметка на каждом крючке, где его сгибать. А прямая линия нужна была просто для того, чтобы от нее отмерить нужное расстояние. И все. Приспособил доску. Взял ту же самую, по которой я измерял углы все. И, в общем,
Единственное, что я у нее отпилил, сделал угол более тупой. То есть у меня вот если на стропилу сбоку смотреть, оно вот так. И угол сюда. Ну, немножко вот этот вот угол сделал потупее, для того, чтобы, когда загибаем, оно немножко обратно отходит, и все. И становится нормально. Далее, значит, сделал вот такой пропил. Сама доска там вот просто на саморез посажена, чтобы никуда не дергалась, и здесь она упирается в стол. Сделал пропил, 2 раза прошелся вот этой вот циркуляркой в два захода, и получился широкий пропил. Здесь 2 саморезика. 2 саморезика, вот. Ими фиксируем. То есть просто взял, вставил до нужной мне метки. Вот, буквально. Закрутил саморезы. Закрутил саморезом. Чуть треснуло, ничего страшного. Выровнял ее. Вот. Выровнял ее по горизонтали, по метке. Далее просто, ну, у меня получается вот так. Оп. Все. Угол, ну, не супер прям острый здесь получается, но я уже одну штучку сделал, крыши примерил, получается нормально. И все, вот сейчас вот этим методом сделаю все остальные. Главное делать в одно резкое движение, чтобы не слишком закругленное получилось поворот. И все, нормально получается. Ну и сейчас буду их устанавливать, монтировать. Монтировать их буду по стропилам, как уже сказал. Забивать буду на сотые гвозди, ершоны оцинкованные с широкой шляпкой. Все, крючки смонтировал. Все 13 штучек. Вот они все стоят. Все вроде более-менее нормально получилось. Плюс-минус уклон вниз уходит, все хорошо. Сейчас еще компенсационную речку сделаю. Она как раз между крюками, получается, будет установлена. Сейчас я ее напилю и приколочу тоже как-нибудь туда. Итак, вот оно все получилось. Торцевая планочка, крючки и компенсирующая рейка. Там мне чуть-чуть провальчик, у меня там одна стропила чуть ниже. Ну, этого даже практически не видно, ну и ладно. Вот, то есть
Вот такая вот система получилась. Осталось теперь все, металлочерепицу только закрепить. И тут с крышей пока будет все закончено. Итак, закончили мы монтаж металлочерепицы на нашей террасе. Уже стемнело. Все сделали. Все уложили, все ровно. Все по линии получилось. Последний лист уже вот при помощи этой лесенки и веревок делал. Потому что по-другому никак. С нее просто скатываешься. Но тут даже что-то где-то какая-то вон вмятина образовалась. Но это мы потом выправим. Ничего страшного снизу. С монтажом металлочерепицы мы закончили. Алло. О. Так, заодно мы сделали пол на террасе. Вот так вот он теперь. Эти старые досочки у нас были пропитаны, там уже все свеженькие. Сделали все это дело из второго сорта. Вот, нам пришлось разобрать полностью старый, все, что тут было. Вот это все дело. Поскольку мы поставили эту стенку и пол оказался слишком низко, пришлось все разбирать, делать по новой. Сначала я сделал поперечины из сотой доски, закрепил их при помощи опор. Затем из длинных 150-х досок, ну и из обрезков, из всяких, в общем, сделал вот так вот продольно все. А это обычная дюймовка, тут вообще второй сорт. Привезли специально, то что подешевле. И их осталось еще шлифануть всех болгарочкой, шлифанем и покроем чем-нибудь, какой-нибудь пропиткой. И все. А потом уже с торцов вот здесь вот зашьем. Здесь все зашьем, здесь их все обрежем, они слишком длинные теперь получились. Все. Все это дело красиво обошьем, будет все аккуратненько. Ну, пока вот такой настил, теперь удобно сюда подниматься и в баню заходить.